Венесуэла сидит на самых больших запасах нефти в мире, больше 2 триллионов баррелей, но не может продать ни одной капли без иностранной нефти со стороны. Как так вышло, что страна с черным золотом под ногами вынуждена его закупать, чтобы вывести свое собственное? Сейчас я объясню, в чем тут парадокс и почему это ловушка, из которой не выбраться. Начнем с того, что слово «нефть» вводит в заблуждение. Мы привыкли думать, что нефть — это такая темная, текучая жидкость, которая сама льется из скважины и легко бежит по трубам. Но нефть бывает очень разной. И та, что залегает в Венесуэле, в бассейне реки Ориноко, это совсем не то, что качают в Саудовской Аравии или в Техасе. Представьте разницу между водой и холодным гудроном, которым заливают крыши. Легкая арабская нефть по консистенции ближе к воде. Плеснул, и она потекла. А венесуэльская нефть из пояса Ориноко больше похожа на битум, на ту самую вязкую черную массу, которую кладут в дорожное покрытие. При комнатной температуре она почти не течет. Ее нельзя просто закачать в танкер и отправить за океан. Она застрянет в трубе, как застревает мед, вынутый из холодильника. У нефти есть показатель плотности, который придумал Американский институт нефти. Его так и называют – плотность по шкале этого института. Чем выше число, тем нефть легче и качественнее. Легкая нефть имеет значение около 40 градусов. Хорошая товарная нефть в районе 30, а венесуэльская из Ориноко всего 8-10 градусов. Это одна из самых тяжелых нефтей, которые вообще добывают в промышленных масштабах на планете. И вот в чем загвоздка. Такая нефть не просто неудобна, она физически не способна пройти путь от скважины до танкера в своем естественном виде. Ее надо чем-то разбавить, иначе она превратит любой трубопровод в намертво забитую трубу. Именно здесь и рождается тот самый парадокс. Чтобы вывести собственную нефть, в Венесуэле приходится вливать в нее чужую. И дальше мы разберем, почему именно чужую и почему без этого добавления вся эта гора богатства остается просто черной грязью под землей. Чтобы понять, почему венесуэльская нефть так упрямо не хочет двигаться, надо посмотреть на нее под микроскопом. Любая нефть – это смесь молекул углеводорода. В легкой нефти преобладают короткие, легкие молекулы, которые скользят друг относительно друга, как капли воды. В тяжелой нефти Ориноко полно длинных громоздких молекул, смол и асфальтенов. Эти асфальтены и есть главные виновники. Представьте, что вы бросили в воду горсть длинных спутанных нитей. Они цепляются друг за друга, сбиваются в комки и превращают жидкость в тягучую кашу. Инженеры измеряют это свойство вязкостью. Вода имеет вязкость около 1 единицы, оливковое масло около 100, а сырая нефть из пояса Ориноко в естественном состоянии это десятки тысяч единиц. По сути, чтобы протолкнуть ее по трубе, нужно бороться с сопротивлением, которое в 1000 раз больше, чем при перекачке обычной нефти. Насосы просто не справляются, давление растет, а нефть стоит на месте. Есть и вторая проблема, о которой редко говорят. Тяжелая нефть не просто вязкая, она еще и тонет. Вспомните шкалу плотности из прошлой части. Если у нефти плотность ниже 10 градусов по этой шкале, она становится тяжелее воды. А это значит, что стандартные методы разделения, где нефть всплывает над водой, перестают работать. Нефть и вода перемешиваются в эмульсию, которую потом мучительно приходится разделять. Ученые из венесуэльской государственной компании еще в 70-е этим лоб в лоб. Они пробовали греть нефть при нагреве до 70-80 градусов, она действительно становится текучей. Но представьте трубопровод длиной в несколько сотен километров через тропическую жару и болото, удерживать в нем высокую температуру на всем пути невозможно. Нефть остывает и снова застывает. Пробовали строить нагревательные станции вдоль трассы. Дорого и ненадежно. Пробовали добавлять химические присадки, которые мешают асфальтенам слипаться. Помогает, но лишь отчасти. И постепенно инженеры пришли к простому и жестокому выводу. Нагрев и химия не решают проблему целиком. Единственный надежный способ заставить эту нефть течь – физически разбавить ее чем-то очень легким и текучим. Разбавить настолько, чтобы средняя вязкость смеси упала в 1000 раз. И вот тут начинается самое интересное. Чем именно ее разбавлять? Разбавитель, который нужен венесуэльской нефти, называется техническим словом нафтофану. Это легкая, прозрачная, очень текучая фракция, которую получают при переработке нефти. По консистенции она ближе к бензину или растворителю, чем к сырой нефти. Именно ее вливают в тяжелую массу из Ориноко. И происходит то, что инженеры называют разжижением.
Длинные молекулы асфальтенов оказываются окружены множеством мелких легких молекул, перестают слипаться в комки, и вся смесь начинает течь. Аналогия простая. Возьмите густой мед, который не хочет литься с ложки. Добавьте в него немного теплой воды и размешайте, и он потечет свободно. Нафта для тяжелой нефти работает точно так же, только вместо воды легкие углеводороды, которые сами по себе прекрасно смешиваются с нефтью. Пропорции здесь серьезные. Чтобы довести нефть из Оренока до состояния, в котором она пройдет по трубе и ее примет обычный танкер, нужно добавить от 20 до 30% разбавителя. То есть на каждые 3 бочки тяжелой нефти примерно 1 бочка легкой. Это не капля на бочку, это огромные объемы. Страна, которая хочет вывозить свою нефть в промышленных масштабах, должна иметь под рукой постоянный гигантский поток легких углеводородов. И вот здесь кроется вся драма. Своей легкой нефти у Венесуэлы почти нет. Под ногами лежит именно тяжелая, битумная. Значит, разбавитель нужно либо производить самим на нефтеперерабатывающих заводах, либо покупать за рубежом. И десятилетиями самым удобным, дешевым и качественным источником этой легкой нафты были Соединенные Штаты Америки. Причина проста. География и химия совпали идеально. У американских заводов на побережье Мексиканского залива этой легкой нафты был избыток, особенно после сланцевого бума, когда из недр Техаса хлынула очень легкая нефть. Танкеру идти от берегов Техаса до венесуэльского порта меньше недели. А сама американская нафта по своим свойствам идеально подходила для разбавления именно тяжелой нефти Оренока. Ее тестировали, подбирали состав, отлаживали десятилетиями. Так сложилась зависимость, которую мало кто замечал со стороны. Страна с самыми большими запасами нефти на планете каждый день закупала танкерами легкие углеводороды у своего главного политического противника, только чтобы иметь возможность продать собственное черное золото. И пока политика не вмешивалась, эта странная система работала как часы. Но именно она и превратилась в удавку. В 2019 году удавка затянулась. Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании. И среди прочего был перекрыт тот самый поток легкой нафты, что годами шел танкерами с побережья Мексиканского залива. В одночасье страна лишилась главного и самого удобного разбавителя для своей тяжелой нефти. Чтобы понять масштаб проблемы, вернемся к аналогии с медом. Представьте пекарню, которая держится на одном поставщике горячей воды для разжижения теста. И вдруг этот поставщик отключен навсегда. Тесто есть, печи есть, покупатели есть, а сделать с этим ничего нельзя, потому что густую массу нечем довести до рабочего состояния. Именно в таком положении оказалась венесуэльская нефтяная отрасль. Первое, что произошло, падение добычи. Скважины продолжали давать тяжелую нефть, но ее стало некуда девать. Хранилища переполнялись, трубопроводы забивались застывающей массой, и компании были вынуждены попросту глушить скважины. За несколько лет добыча Венесуэлы рухнула в разы, с уровня в 2 с лишним миллиона баррелей в день до нескольких сотен тысяч. Причем далеко не только из-за санкций на продажу. Огромную роль сыграло именно то, что нечем стало разбавлять. Второе. Начались отчаянные поиски замены. Раз американскую нафту брать нельзя, значит надо искать разбавитель в другом месте. Но тут выяснилось, что подходящих источников в мире не так много, и почти все они либо далеко, либо тоже под политическим давлением, либо просто дорогие. Танкер с разбавителем теперь надо было тащить не неделю от соседнего берега, а через полмира. Третье и самое болезненное качество. Не всякая легкая нефть годится в разбавителе для Оренока. Если состав не подходит, асфальтены начинают выпадать в осадок прямо в трубах и танках. Образуется твердый налет, который забивает оборудование намертво. Инженерам приходилось экспериментировать с тем, что удавалось достать, и нередко это заканчивалось аварийными остановками. Так работа целой отрасли свелась к одному вопросу. Где взять легкие углеводороды, чтобы просто заставить свою нефть течь? И решение, к которому в итоге пришли, звучит почти абсурдно. Венесуэла начала возить нефть с другого конца планеты, чтобы смешивать ее со своей. Кто именно стал новым поставщиком, в следующей части. Новым поставщиком стал Иран, страна, которая сама сидела под санкциями и потому охотно шла на сделки в обход американских запретов. Иранские танкеры повезли к берегам Венесуэлы легкий газовый конденсат, еще одну разновидность разбавителя, очень легкую и текучую фракцию, которую добывают вместе с природным газом. Путь этих судов лежал через полмира, от Персидского залива вокруг Африки или через Суэцкий канал, тысячи и тысячи миль. То, что раньше приходило за неделю с соседнего берега, теперь ползло по океану больше месяца.
И здесь появилась новая, чисто логистическая беда. Танкеров, готовых заходить в венесуэльские порты, становилось все меньше. Крупные международные судоходные компании боялись санкций и отказывались работать с Венесуэлой. Оставался лишь так называемый теневой флот. Старые суда с непрозрачными владельцами, часто перекрашенные, с выключенными транспондерами, которые скрывали свое местоположение прямо в открытом море. Возникла картина, которую хорошо видно на спутниковых снимках. У венесуэльского побережья и у главного нефтяного терминала скапливались десятки танкеров. Одни ждали загрузки, другие месяцами стояли на приколе с нефтью в трюмах, которую некому было продать. По сути, это были плавучие хранилища. Нефть добыли, разбавили, залили в танкер, а покупателя нет, потому что сделка попадает под санкции. И судно просто дрейфует у берега неделями. Аналогия тут почти бытовая. Представьте пробку из грузовиков на въезде на склад, который переполнен и никого не принимает. Товар произведен, машины гружены, но все стоит, потому что забита конечная точка всей цепочки. Каждый простаивающий танкер – это огромные деньги. Аренда судна стоит десятки тысяч долларов в сутки. И они капают, пока нефть лежит мертвым грузом. Добавьте к этому качество разбавителя. Иранский конденсат хоть и помогал, но подходил не идеально, и его тоже не хватало. Инженеры смешивали, что придется. Остатки старых запасов, конденсат с местных газовых месторождений, любые легкие фракции, до которых удавалось дотянуться. Каждая партия нефти на экспорт превращалась в отдельную головоломку с непредсказуемым результатом. Так страна с 2 триллионами баррелей под ногами оказалась в положении, где ее главной проблемой стала не добыча и даже не поиск покупателей, а элементарная физика. Как заставить свою собственную нефть течь и дойти до трюма. И корни этой ловушки уходят гораздо глубже санкций. Был у Венесуэлы и другой путь. Не разбавлять тяжелую нефть, а перерабатывать ее прямо на месте, превращая в нормальный товарный продукт. И такой путь действительно существовал. В районе Оренока построили 4 огромных промышленных комплекса, которые инженеры называют апгрейдерами, от слова «улучшать». Задача этих заводов – взять сверхтяжелую нефть и химически довести ее до товарного качества, чтобы дальше уже никакой разбавитель не требовался. Как это работает, если объяснять просто? Вспомните, что тяжелая нефть плоха из-за длинных громоздких молекул. Апгрейдер физически разрезает эти длинные молекулы на короткие. Для этого нефть нагревают до высоких температур под давлением и убирают из нее лишний углерод. Тот самый, что делал ее похожей на битум. На выходе получается легкая синтетическая нефть плотностью уже не 8-10 градусов по шкале плотности, а около 30. Это полноценная товарная нефть, которая течет сама и не нуждается ни в какой нафте. По сути, апгрейдер – это способ победить геологию химией. Природа заложила под землю трудную нефть, а завод переделывает ее в удобную. И пока эти комплексы работали на полную мощность, они снимали значительную часть проблемы с разбавителем. Страна вывозила уже улучшенную нефть, а не сырую битумную массу. Но здесь Венесуэлу подвел не химический процесс, а состояние самих заводов. Апгрейдеры – это сложнейшие сооружения, которые требуют постоянного обслуживания, запчастей, иностранных специалистов и огромных вложений. Когда в отрасли начался кризис, деньги кончились, инженеры разъехались, оборудование стало ломаться. Аварии, пожары, остановки на ремонт, которые некому и не на что делать. Один за другим комплексы стали простаивать или работать в четверть силы. И вот парадокс закручивается еще туже. Есть технология, которая полностью избавляет от нужды в импортном разбавителе. Но чтобы ее запустить, нужны деньги, специалисты и оборудование, которых страна лишилась ровно из-за того же кризиса и тех же санкций. Получился замкнутый круг. Чтобы не покупать чужую нефть, надо чинить апгрейдеры. Чтобы чинить апгрейдеры, нужны средства и доступ к мировым технологиям. А чтобы получить средства, надо продавать нефть, которую без разбавителя не вывести. Так химия и геология сошлись в тупике, из которого нет простого выхода. И у этого тупика есть цена, которую платит вся страна. Теперь посчитаем, во что обошелся этот тупик. И здесь открывается главное. Экономика Венесуэлы почти целиком держалась на нефти. Она давала около 90% валютной выручки страны. Когда добыча рухнула в разы, обрушилась и вся экономика. Валовый внутренний продукт страны за несколько лет сократился примерно на 3/4. Это одно из самых тяжелых мирных экономических падений в современной истории, сопоставимое с последствиями большой войны. Гиперинфляция обесценила деньги настолько, что цены переписывали каждый день. Из страны уехали миллионы людей.
И вот инсайт, ради которого стоило разбираться во всей этой химии. Обычно, когда говорят о крахе Венесуэлы, называют политику, коррупцию, санкции, падение цен на нефть. Все это правда, но под этими громкими причинами лежит одна тихая физическое свойство самой нефти. Страна построила все свое богатство на ресурсе, который невозможно просто взять и продать, который в буквальном смысле не течет без посторонней помощи. Пока политика была спокойной, а разбавитель шел рекой из соседних штатов, этот изъян был незаметен. Он был спрятан внутри отлаженной системы, как трещина в фундаменте под свежей штукатуркой. И как только систему тряхнуло, именно эта скрытая зависимость превратила обычный кризис в катастрофу. В стране, которая качает легкую нефть, для восстановления достаточно снова открыть вентиль. В Венесуэле мало открыть вентиль. Ей нужен постоянный приток чужих легких углеводородов. Целая работающая цепочка, которую разрушить куда легче, чем восстановить. В этом и заключается настоящая цена ошибки. Ошибка была не в одном решении, она была стратегической, растянутой на десятилетия. Страна сделала ставку на самые большие запасы в мире, не заложив в эту ставку главного, что этими запасами она сможет распоряжаться только до тех пор, пока с ней согласны сотрудничать другие. Богатство, которое нельзя тронуть без чужого разрешения, это не богатство, а заложник. И вот что особенно горько. 2 триллиона баррелей никуда не делись. Они по-прежнему лежат под поясом Оренока. Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у кого бы то ни было на планете. Только теперь это не гарантия процветания, а памятник тому, как физическое свойство одной жидкости способно поставить на колени целую нацию. Осталось понять, есть ли из этой ловушки выход вообще. Так есть ли выход из этой ловушки? Технически да, и он давно известен. Нужно вернуть к жизни апгрейдеры, чтобы улучшать нефть на месте и не зависеть от импортного разбавителя. Нужно построить или восстановить нефтеперерабатывающие мощности, которые сами будут давать легкую нафту из части своей же нефти. Нужно наладить постоянные легальные каналы поставок разбавителя. Все это возможно на бумаге. Но каждый из этих пунктов упирается в одно и то же – огромные деньги, современные технологии и доступ к мировым рынкам. То есть ровно в то, чего страна лишена. Получается замкнутая петля, которую мы уже видели. Чтобы заработать на восстановление, надо продавать нефть. А чтобы продавать нефть, нужны те самые мощности, на которые нет денег. Разорвать эту петлю в одиночку почти невозможно. Нужен либо крупный внешний инвестор, готовый вложить десятки миллиардов долларов на годы вперед, либо снятие санкций и возвращение западных нефтяных компаний с их технологиями. И то, и другое вопрос не химии, а политики, которая меняется медленно и непредсказуемо. А вывод из всей этой истории куда шире одной страны. Мы привыкли считать, что природные богатства – это безусловное благо. Есть нефть под ногами, значит есть процветание. Венесуэла показывает, что это не так. Ресурс сам по себе ничего не стоит. Значение имеет только то, можешь ли ты его извлечь, довести до товарного вида и доставить покупателю. Между нефть лежит под землей и нефть приносит деньги, стоит длинная цепочка из физики, химии, инженерии, логистики и международных отношений. И рвется эта цепочка в самом неожиданном месте. На свойстве жидкости не течь при комнатной температуре. Отсюда и главный урок. Богатство, которое зависит от одного поставщика, одной технологии или одного политического союзника, это не сила, а уязвимость, замаскированная под силу. Самые большие запасы нефти в мире не спасли страну именно потому, что распоряжаться ими она могла лишь с чужого позволения. И пока политики спорят о санкциях и союзах, под поясом Оренока все так же спокойно лежат 2 триллиона баррелей самой тяжелой нефти на планете. Она никуда не спешит. Она ждала миллионы лет и подождет еще, до того дня, когда у кого-нибудь наконец найдется, чем ее разбавить.